Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня мне принесли двое распоротых джинсов вот такого неприглядного цвета. Это вот черный, очень потертый, блеклый. На самом деле камера не передает истинный цвет. И темно-синие. Я не люблю такие цвета. Попросили сшить не яркие, не броские, не аляпистые сумки. Я попробую что-нибудь из них сделать. Из распоротых джинсов выкроила полотно размером 37 на 40. И это будет лицевая часть сумки. Вторую часть сумки решила выкроить из вот этой части с карманами. Ну, пусть эти кармашки еще послужат. Сумка будет служить даме, и черные потертые джинсы, конечно, смотрятся некрасиво. Я решила немного украсить. Вообще просьба была такая, чтобы было не аляписто. Ну, я подобрала из органзы цветочный фрагмент. По-моему, получилось достаточно сдержанно. Пришивала швом зигзаг по контуру и стебли, а лепестки прошлась еще вот прямой строчкой. Вот я срезала все лишнее, и хочу обратить ваше внимание, что я цветочный фрагмент разместила таким образом, чтобы скрыть вот этот шов. Он, конечно же, не служит украшением, а вот на этой детали мне этот шов тоже не нравится. И я его хочу замаскировать. Результат, конечно, покажу. Сюда я расположила цветочек поскромнее. Стебли пустила вдоль вот этого некрасивого шва. Контрастный цвет, он отвлекает внимание от этой некрасивости. А вот здесь у меня цветка не хватило, и я вырезала отдельный цветочек и расположу его вот здесь. Ну и вот, что у меня получилось. По-моему, неплохо. Дальше на обеих деталях я вырезаю уголки. У меня есть шаблон 3,5 на 3,5. Вот я вырезала на обеих деталях. И дальше я складываю детали лицом к лицу. И соединяю по 3 сторонам. Ну вот я прострочила. И теперь сформирую уголки. Припуски я разведу в стороны, совмещу швы и проложу строчку. Ну вот я сшила, вывернула. И так же, как верхние детали, сшила такую же заготовку из подкладки. В боковом шве я оставила незашитым участок сантиметров 12, это для выворачивания. Пришила карман, он укреплен дублерином и состоит из 2 отсеков. И теперь займемся ручками. Ручки шила из джинсовых деталей шириной 8 сантиметров и длиной 50 сантиметров. Сначала я сложила полоски лицевой стороной внутрь, проложила строчку и вывернула. Затем сложила таким образом, чтобы вот этот шов оказался посередине, и сделала с 2 сторон отстрочку. У меня получились ручки шириной 3 сантиметра. Дальше на детали сумки я нашла середину. Прикладываю ручки вот таким образом, немножко наискосок. Ширина между 14 сантиметров. Прикалываю так, чтобы
у меня ручки выступали примерно, ну, где-то на сантиметр. Это нужно для того, чтобы впоследствии, когда я буду делать отстрочку, ручки еще раз попали в шов, так они будут держаться крепче. Точно так же и вторую ручку. Ручки я зафиксировала машинными строчками, и теперь эту верхнюю заготовку я вкладываю в вывернутую подкладку таким образом, чтобы детали оказались лицом к лицу. Совмещаю боковые швы. Ручки у нас остаются внутри. И сострачиваю все по окружности. Так вот я отстрочила и теперь выворачиваю. И зашиваю вот это отверстие. Зашивать буду вручную. А дальше я делаю отстрочку примерно 0,7 мм от верха. При этом отстрочку я стараюсь делать таким образом, чтобы верхняя деталь была выше подкладочной ткани. Вот таким образом. Ну вот, сделала я отстрочку. И, собственно, сумка готова. Так она выглядит изнутри. Так, размеры сумки в готовом виде. 36 на 40. Ручки в готовом виде 47 сантиметров. Мне нравятся эти размеры. Ширина донышка 8 сантиметров. Ну, вообще, эту сумку я бы еще приукрасила. Но по желанию хозяйки закон. Есть еще вторая половина этих джинсов, и я повторю вот эти элементы на другой сумке, и, конечно, я готова с ней почудить. Наружные карманы на сумке тоже функциональные. Вот этот карман, он, конечно, получился поуже. Я здесь мешковину кармана внизу сократила, он вот до сюда. И здесь вполне себя комфортно будут чувствовать ключи или маленький телефон. А этот карман, ну, вполне такой вместительный. Вообще, несмотря на неприглядный цвет джинсы, сумка получилась интересная. Камера значительно насыщает цвет, на самом деле сумка бледнее. А лицевой может быть и та, и другая сторона. А скажите, вам нравятся вот эти карманы, такие карманы на сумках? Они ведь откровенно напоминают джинсы. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Вторые джинсы тоже дожидаются своего перевоплощения. Если вам понравилась моя эта работа, поставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Делитесь с друзьями в соцсетях. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.